Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные стримы прожарки с желанием и возможностью отговорить вас от покупки ненужного девайса, потому что если вы смотрите этот стрим, прожарку, то, разумеется, у вас железка есть какая-то. Вот если она у вас еще не умирает, то всего вам хватит, и мы вас сможем убедить. Сегодня мы с вами будем прожаривать OnePlus 12 глобалки, Xiaomi 11 Ultra у нас уже был на, получается, прожарке вчера. Не забудьте прожать лайк, и от вас зависит, будет ли данный контент продолжать свою жизнь на YouTube, в принципе. Почему? Потому что каждый раз я повторяюсь, я занимаюсь каннибализмом. Мой основной канал 446 тысяч подписчиков Польза.нет. И если бы я вчера не прожаривал Xiaomi 14 Ultra, я думаю, что у меня было бы побольше просмотров на этот смартфон, потому что после прожарки у многих просто-напросто отпадает желание смотреть на обзоры, и я это прекрасно понимаю. Не назову это мега топовым девайсом. Ну, соответственно, мы сегодня узнаем про OnePlus 12 в глобалке, который тоже мега топовым назвать очень сложно. Почему? Потому что если вы обратите внимание на, опять же, YouTube канал Польза.нет, OnePlus 12 у нас был давно достаточно, но магия не в том, когда он был. Магия не в том, что я о нем рассказывал даже, а магия в том, что он мог быть заблокирован, как вы помните, как и S3, и за 2 месяца он набрал у меня ни много ни мало 92 тысячи просмотров. Насколько конские ценники на данные девайсы, я надеюсь, что вы посмотрите сейчас на стриме, в описании или вообще, и вот получается покупать, ага, 5 секунд, я сейчас исправлю, покупать здесь, ссылка на старт продаж глобальной версии, он будет на Али именно с распродажей, то есть его уже продают, но продают пока недешево. И вот чтобы подождать, когда они чуть-чуть недешево тоже, но со скидкой будут продавать, вы можете посмотреть по ссылке. Опять же, есть еще обзор китайской версии по ссылке в описании также. И в России он уже в глобалке продается, поэтому по большому счету можете уже ознакомиться с ценниками. Притом глобальная версия в России идет сразу с зарядником. Обычная глобальная версия 12, которая идет на Али, она идет без зарядного устройства. И я не выпускал несколько дней обзор по нескольким причинам. Первое, я купил зарядник и ждал его. Это у нас сколько там ватт? 160 ватт я, по-моему, покупал специально. Зарядку от OnePlus. Мало того, что зарядка от OnePlus, собственно, должна быть специальная. У OnePlus такой специфический способ зарядки у его Power Delivery, что нужно поискать, в общем. И еще чипованный кабель обычно, как и у Realme когда-то были. Но мы рассказываем вам про все, поэтому Азм есть Александр. Меня зовут Саня, повторяюсь, основной канал Польза.нет. Я скупаю все смартфоны, которые мне интересны. Сегодня, если вы обратили внимание на Xiaomi 14 Ultra не утонул у меня при утоплении. У этого дела IP65 китайскую версию отопил. Глобалку я не уверен, что хочу топить. Напишите мне, интересно ли вам это. По поводу Xiaomi 14 Ultra, да, она у меня не утонула, не минус там 100 тысяч, зато у меня утонул DJI микрофон. Это минус 20 тысяч рублей, поэтому был такой подлый и неприятный звук. Он был вот на эту вот штуку, которую я толком не настроил. Но зато у меня роды, которые я недавно утопил, почему-то восстановились. Почему, я понятия не имею, но это и не важно. Вот эти вот микрофоны, они у меня тоже тонули, месяц полежали и теперь работают. Магия электронов, как всегда. Но у родов так всегда. Wireless Go 2, которые Go 1, с ними может быть какая-то белиберда, а потом они будут работать. И непонятно почему. Вот сейчас они работают. Но я записывал на это дело, поэтому звук показался вам отвратный, потому что я его не настраивал. Даже не микрофон плохой, а в принципе настройка была нулевая. Не надо топить Мови. Ну вот напишите, надо или не надо. Напишите, ставьте, кстати, обязательно лайк и пишите в комментах те, кто будут записи смотреть, либо посмотрели уже этот обзор. Стрим-обзор. Потому что все-таки это обзор. Какой-никакой, но это обзор. Пусть я и в конце резюмирую, говорю, посмотрите мой ролик, но там и так всегда понятно. Вот. Если говорить про OnePlus, я его сравню обязательно с S24 по камере. Это, конечно, будет избиение младенца. OnePlus это про религию больше. Напоминаю, канал без религии и политики. Религия в плане любви к железкам. То есть у кого-то есть религия, там, они любят Samsung, кто-то любит OnePlus, кто-то любит
Ну, в общем, все разные устройства любят, и у всех я это называю так. Ну, у меня вот и тоже, я считаю, что религия, я люблю железки. Все, вот. И все, молюсь на них. Потому что они молодцы, потому что делают что-то интересное в моей жизни конкретно. У кого-то другие какие-то вещи делают им интересно. Напоминаю, что Universal я еще не обозначал. За март будут Mi Band, а потом ежемесячно, наверное, буду разыгрывать смартфоны. Вот смотрите, что у меня, кстати, в руках. Это Oppo Find, Oppo K11 и K11X. По-любому никто вам не будет про них рассказывать. Может быть, пару человек, находящихся в Китае, то вряд ли. Почему? Потому что девайсы очень классные, за свои деньги, со своими спеками. Это должна быть просто бомба. Но о них я расскажу вам через недельки-две. Завтра я расскажу, возможно, будет еще обзор полноценный на такой же прожарка, если вы напишите на OnePlus, на Realme 12 Pro. Не уверен, я в себе пока не уверен, но вполне возможно. Если говорить про вообще устройство в целом, какие планы? План то, что у меня уже топ-1 готов, топ флагманов. Будет еще топ до 30 тысяч рублей и топ субфлагманов. 5 секунд. Притом топ флагманов, не топ флагманов, а топ на... Извините. Почти поругался матом, но это было близко, но не поругался. Так что я молодец. Попытался подключить аккумулятор к телефону, к фотоаппарату. Все в порядке. Спасибо зарядке. Не забывайте прожать лайк за труды всех, кто пришел. Не забывайте подписаться на телеграм-канал скидок. Там будет по-любому скидон с комиком на этот великолепный смартфон. Все, кто решит все-таки его приобретать. Ну, сейчас там ценник конский будет чуть-чуть ниже, чем конский. Ценник на OnePlus я вообще не очень хочу, точнее, вообще не хочу никоим образом обсуждать. Ну-ка, почему фокус не ловит? 5 секунд. Он устал. Он устал и... Есть. Вот теперь поймал. Ему казалось лицо в другом месте. Когда примерно выйдут топы? Ну вот смотрите, завтра будет OnePlus 12 обзор, послезавтра Realme 12 Pro, то есть 13 OnePlus 12, 14 Realme 12 Pro, 15 будет топ, 16 будет топ и 17 будет топ. Давайте так, попробуем, но я ничего не обещаю. Потому что, хотя они готовы, они готовы не на 100%, они готовы на 99%, а вот этот процент самый-самый сложный и подлый. Народ, OnePlus 12 за 80 норм или нет? Проблема в том, что вы не уточняете, китайская версия это норм или нет. Сразу начну с расстройства. Это глобальная версия. В китайской версии, когда вы перепрошите магическим образом на глобалку, eSIM не появится. У вас появится шильдик. Ну, там народ просто мне в комментах потом писал, что я где-то не то, где-то ловлю. Еще раз, eSIM это чип. И если его нет в китайской, его и не появится. По поводу бендов, мы сейчас с вами рассуждаем Libra. Я вам сейчас покажу. Я вам сейчас все покажу. Хорошо? Кстати, зачем я показываю и не рассказываю, да? Вот. 5 секунд. Так, надо было все-таки выставить ISO другую. ISO в автомате пусть будет пока. Видите? CPH. Ну и кто мне подскажет, что это? Я, кстати, распаковку уже выгружал. Ты не смотрел? С европейской версии идет зарядник. У меня зарядника нет. Значит, что это? Значит, это не европейская версия. Так, 404 это евро, глобалка. Нет, подождите, есть же глобалки. Евро, Индия. Так это одна и та же прошивка 404.
Вот почему меня путают? Вот это сначала разберитесь, а потом уже давайте-ка мы будем обсуждать. Nothing Phone 2, 57 Nothing Phone 2 нормально? Ненормально, в принципе, я его не советовал, он очень дорогой. В США зарядник, Европа пока-пока. В Европе тоже зарядник, нет? У меня нет зарядника. Значит, нет зарядника. Напоминаю за упоминание площадок бан. Да, друзья. Сразу вылетаем в никуда. Привет из Удмуртии, вам привет. Напоминаю, так, давайте поздороваемся сначала. Что-то как-то это пропустил. Universal, огромное спасибо, что зашел. Алексей Никифоров. И давайте, да, что я болтаю? Нам нужна прожарка, и пришли непонятно для чего, да? А там какая-то волосатая голова бородатая болтает. В целом, смартфон, ну, мне кажется, не нужно оговаривать, что он вообще своих денег не стоит, если брать именно, допустим, съемку, если брать что-то другое, но по стабильности он стал получше, объективно. То есть просто китайская версия была мракобесной. Сейчас мы, конечно же, проверим, насколько я прав. Потому что 3D Mark он у меня проходил без морозилки. Вот. Но OnePlus, это, повторяюсь, это как религия. Я не могу его прям хейтить, потому что он классный. Help, Z7060 Ultra или Vivo IQ12. Кого, Роман? Ну, это вам решать. Учитывая, что у меня Z60 Ultra утонула и валяется кирпичиком, то я не могу вам ее советовать, понимаете? Поэтому я не объективен. С его IP68. За такую цену только сейчас стоит OnePlus 12. Я бы лучше взял 14 Pro Max. Артур, задавать вопросы, которые нужно задавать Гуглу, это как минимум глупо, правда? Особенно, когда вы спрашиваете про Realme, которые пихают в свои смартфоны, что? Правильно, старые процессоры. Ну, они утрированно не старые, но когда ты выбиваешь 600 с лишним тысяч баллов в Antutu, это как бы совсем мракобесно. И если Realme 12 Pro Plus выбивает 660 тысяч баллов, то вам не важно, что он будет там 2-3 года поддержки получать. Как я знаю, 2 года патчи безопасности, точнее 3 года патчи безопасности, а минимум ПО они обновляют 2 года. Но они все время меняют. И опять же, вы можете посмотреть какие-нибудь таблицы. И, допустим, OnePlus поддерживают операционку 4 года, а Security 5 лет. А у Realme 3 года и 4. Но, опять же, они могут это дело танцевать потом. И, допустим, как у Нарда 2, как вы помните, они благополучным образом вам могут выгрузить прошивку, которая убьет вашу камеру. И все. Ну, не убьет физически, но она станет снимать хуже. У Нарда, вот почитайте версию Nord 2, была эта история. Добрый вечер всем. Не забываем прожать лайк, все, кто пришел. Фитси не сильный, я говорю, ее допилили. Смарт допилили. Глобалка намного стабильнее. То, что там такое же железо, как в китайской версии, ну, такое же, да не такое. Агрегация частот другая, и блокировать его точно не будут. И eSIM есть, и Android Auto, и еще много всяких приколов, которые вполне возможно вам вообще не нужны, и вы кайфуете просто от OnePlus. Just don't АКБ. Нет, бэушные, не берите бэушные смартфоны, старайтесь понижать класс смарта, который вы покупаете. Безопасна ли для смарта автомобильная зарядка? А почему нет? Главное, чтобы зарядка была сама нормальная, а не дешманский Китай. То есть, если зарядка нормальная, почему она будет опасна? IQ выпускает глобалку. IQ выпускают глобалки. Просто редко. Nothing Phone, когда обзоры, пользуюсь случаем, спасибо за обзоры. Макс, вам огромное спасибо. Я 15 числа полечу, 14 с 14 на 15 в ночь лечу в Абу-Даби. Я, наверное, там Nothing Phone куплю. Я не спешу. Понимаете, как это будет в моей реинкарнации? Если я его получу сейчас, там по-любому прошивка из разряда уровень дна. Ну дайте ему 2 недели, вот хоть какие-то патчи безопасности там будут, там обновления какие-нибудь будут, и потом я его начну гонять. У меня в планах довольно тривиальный Redmi Note 13 Pro 5G, который мне пришел, Realme 12 Pro, за все это, кстати, я заплачу еще таможню, почти 3000 рублей. А зарядку я вам покажу. Зарядка вообще молниеносная, просто бомбезная. OnePlus
выгружают сейчас. Вот смотрите, если не официальной зарядкой, то за 20 минут 22%, я даже это проверил, за 41 50%, и за 1 час 20 минут 100% OnePlus 12. Но, если вы подкидываете официально его кабель и зарядочку, то вы получаете за 9 минут 33%, за 14 минут 50%, с нуля притом я тестировал, за 20 минут 70%, за 16 минут 60%, соответственно. До сотки мы потом догоним. Биг Сама, привет, спасибо, что дошел. Не забываем прожать лайк. Z8 думаешь покупать, это вам решать. Но опять же, у меня не то, что новые фавориты, но по К11 и К11X для меня интересных два смартфона. И опять же, на них будет обзоры не скоро, через недельки две. Но я думаю, что вам будет это тоже интересно. Через 3 даже, наверное. Вот. Из того, что я планирую на распродаже брать, может быть, я куплю Xiaomi 14 Ultra глобалку. Только если наберутся лайки в телеге скидок, потому что, ну, она стоить будет 150 тысяч рублей, и нужно не иметь кукушки, разумеется, чтобы это дело покупать. И так, с HyperOS реклама стоит, из-за этого не стоит рассматривать. Решать всегда вам. Есть у всех свои подводные камни. Не бывает вообще смартов без каких-то подстав. Вот. Будешь ли покупать 12R? Если я вам подло скажу, что у меня есть 12R глобалка. Ну, он и есть глобалка. Как вы к этому отнесетесь? Негативно, позитивно? Кстати, вот, еще 12R надо обзор сделать. Но вообще у меня дежавю. 12-ку я тестировал в китайской версии. Так. Пытался найти Oppo K11. Выдает ошибку. Их не отправляют в РФ. Вы узнаете, где я брал. Вообще вы можете узнать, где я брал, если подпишетесь на телеграм-канал скидок. Вот. И там есть пост на 11K и 11KX. Всегда нравились Паласы. Мне тоже. Но он уже не топ за свои деньги по железу. Вот, ну не топ. Дорого. Дорого. Что купить за 25? Скоро будет топ до 30 тысяч рублей. Увидите там и что-то, что можно за 25 приобрести. И за 32. Там зависит от курса. Я не знаю, что будет после 17-18 числа. Может, он там вообще будет 220. И никого не будет трогать тогда уже. Это таможенная пошлина, которая может быть. Позитивно. Что именно позитивно? Китайский OnePlus будут блокировать? Александр, конечно, может быть, да. Ace 3 у меня заблокировали. OnePlus Ace 3 у меня заблокировали. Я потом платил индусу. Кстати, это все в производительном режиме. Индусу оплатил, сейчас я вам скажу сколько. $30. И он мне разблокировал. В итоге Ace 3 мне вышел в 29 тысяч рублей. Потому что мне $90 вернули, и $30 я заплатил за разблокировку. Но это все равно головняк, понимаете? Кстати, у меня будет S24 на снэпе еще. В общем, смартфонов море, поэтому вы видите 4 подряд стрима, 4 подряд обзора, и может быть даже 5 подряд обзоров, а может даже будет 6 на смарта. Но не факт. 6 вряд ли. Там будет, наверное, надо топ выгрузить вам, чтобы не скучно было. Да? А потом уже остальной банкет. Кстати, фотографии в моей личной телеге можете скачивать, но пока я еще их не скинул. После стрима скину. 9088. Смит, это не сегодня 9088. Это вот вопрос, что будет числа так 20-го. Корникел. Может быть.
Может быть, саунд пиццы и прогоним. Но вообще, у меня двое самсунговских. Одни все еще эти. Я мучаю. Супер огромные наушники. И Оки стик. Ну нет, потому что вот у меня два. У меня 2.05. Вы бы знали, еще я на стрим опаздывал. Я проехал за 11 минут то, что обычно езжу за 36. Очень некорректно, конечно, гонял. Ну, не было никого, ничего страшного. Напоминаю, что 2 недели, не 2 недели, а 12 дней стримов не будет. Ну, или будут, но они такие будут. Плохого качества. Вот. Гус, он уже продан. Я не продавец, еще раз повторяюсь. У меня есть свои продавцы, и я не вижу никакого смысла распыляться. Я просто знаю, за какую цену они продают. Ну, накидывают они 3-5 тысяч. Xiaomi 14 фокус очень плохо. Пам-пам, ну это не ко мне. Мое дело вам показать. Я, знаете, я сегодня столько комментариев читал и услышал о себе столько всего нового в обзоре под Realme 12 Pro Plus. То есть у людей, которые пиарят Realme, они не спрашивали, какого лешего они с флагманами сравнивают Realme, когда они там выигрывали. А когда я сравнил Realme с S24, и он его просто разнес по полной программе, их начало подгорать, бомбить и максимально сильно не нравится. Почему? Потому что накупили его не по 25 тысяч, а по 35, по 40, и все. О, красивые уши. Уши от Нафина я еще не купил. Те, которые постили в канале, да. Да, осторожность прежде всего, однозначно. Но я всегда опаздываю везде. Вот здесь вот нафинговские наушники сегодня были, и они прям вау. Вот. Сделай влог поездки. Влог поездки куда? В Абу-Даби? Мне кажется, там мне руки отрубят за то, что я буду снимать. Я еще вообще ничего. Вот единственная моя особенность, наверное, те, кто меня знает, они знают, что я не думаю, в принципе. Вот мне надо туда. Я купил, забронировал квартиру, купил билеты. Я ничего не читал. Я поеду туда с паспортом, 3 телефонами и камерой. Все. Ну и микрофоном, окей. Тебе просто брак попался. Брак с чего теперь у меня попался? Ну-ка. Эйс 3 за 23, за 29 вообще даром. Да, но это стечение обстоятельств, я вам еще раз повторяюсь. А Эйс 3 за 38 тысяч с блокированным звонками, это не камильфо вообще. На чем камера нормальная, софт процно для Xiaomi солидарен с вышесказанным? Я не понял, но окей. Что-нибудь подсниму. Как ты думаешь, как дела будут обстоять после 17 числа? А что-то изменится? Но вот с другой стороны, знаете, я накидываю. Единственное, откроется вот эта вот дорога в никуда из разряда НДФЛ, там 20%. Мы не говорим о политике, мы говорим даже не о деньгах. Мы говорим о курсе доллара с той точки зрения, что в перспективе все это отразится на гаджетах. Так вот, они же могут и завтра сделать, и 200, и 50. Но если НДФЛ 20 сделают, то зачем им делать курс высоким? И так все будет норм. Вы прикиньте срез такой, просто 20%. Это просто космос. То есть, ну, я не знаю, в Японии 50% люди платят, кто получают больше, по-моему, 1 000 000 евро. А у нас такого не будет, но решили срезать чуть-чуть других людей. Но чуть-чуть больше, потому что людей больше. О каком 17 числе речь? Александр, может курс поменяться 17-18 или после него резко? Потому что в Российской Федерации чаще всего курс механически выставляется. И, к слову, он, в отличие от 14 Ультра, у нас не сбросил яркость по мне. Да. Мы ее не измерили, но, во всяком случае, она не 400, как на Ультре после первого прогона, помните? Но смарт, горячий. Горячий. Я не вижу, вот сейчас 41. Более горячий, чем ультра. Ну, ультра и побольше размером, у нее тепло отводить попроще. В первую очередь, лицевая часть горячая. Так, Саня, вроде в ROG Phone 8 опять жарить собрался. Будешь? Я не буду его жарить.
А может и буду, но уже потом в другом месте. Джой, смотрела ваше сравнение, исходники фоток, растерялась. Скажите по вашим личным ощущениям. 30-45 тысяч рублей по фото, видеосъемке, 3 модели. Не скажу. Ну вы сравнение смотрите, не надо сравнения, исходники надо смотреть. И все. А по видео надо смотреть в Ютьюбе. Просто в Ютьюбе. 45 штук это 13T Pro, 13T, Nord 3, посмотрите просто и все. Или еще лучше посмотрите, если вам основной модуль для видео надо, польза стрима, обзора одним кадром, где я хожу со смартфоном и в течение 10-15 минут о нем рассказываю. По мне, вот это самый классный контент, вот лично для меня. Не потому что это бенефис моего интеллектуального развития. Я напоминаю, что тексты под вход-выход на смартфон я никогда не пишу тексты под обзор одним кадром и, разумеется, не готовлюсь к стриму исключительно с точки зрения, что там прогнать его, зарядить, ну и какая-то подготовка у меня все время, если честно, паршивенькая, я буду прокачиваться в этом деле. Так вот, посмотрите польза стрима, и вы придете моментально к выводу, что вам будет классно. Нет, я не чай пью, я пью кофе и уже его допил. И теперь буду воду пить. А потом опять буду кофе пить. Для меня все фотки шикарные. Big Sama. Нет, это не значит, что вы валенок. Это значит, что вам просто впаривают в маркетинг фотографии, которые вам не нужны. То есть вас устраивают фотки на какой-нибудь IQ Z7, Z8, на какой-нибудь Poco X6. При правильном свете и в 50 мегапикселях, не знаю, там на Poco M6 Pro или на Xiaomi 13 4G. Если вас устраивают фотографии на эти смартфоны, зачем покупать дороже? Ну вот это вот вообще бредятина. То есть я посмотрел, как другие блогеры, которых, кстати, я уважаю, рассказывали про 14 Ультра. Меняйте экспозицию. Ну это какой-то стёб покупать за 100 смартфон и вручную с него фоткать. Ну ты покупаешь Poco, окей, на снэпе. Устанавливаешь Gcam за там 18-20 тысяч и вручную фотографируешь. Это понятно. А когда ты покупаешь что-то за 100, ты должен ручной режим вообще забыть. Потому что это днище, когда ты платишь девайсу 100 кусков, чтобы ты потом вручную что-то настраивал. Не пошли бы они все в топку. Я понимаю, у Sony, если ты хочешь киноделом стать и вот просто покупаешь их смартфон, вот там можно кино снимать, как и на айфоне, кстати. Вот там нужно заморачиваться с настройками. Ну, потому что нет аналогов вообще. Вот там прям такой кинорежим. Прям бах! Мы с Игорем, оператором, очумели от него. Но во всех остальных смартфонах рядом ничего не лежало. И вручную пошли они в топку. Оно все должно в автомате тебя радовать. Вот. День вывозит у OnePlus. А мы сейчас увидим, Милен. Мы для этого на прожарке и приходим и живем. Я же не знаю, чем вы занимаетесь. Вы можете включить Genshin на 4 часа, и у вас какой день? У вас на 3 часа его хватит, и все. На 3,5. Александр Шурин, вам огромное спасибо, что пришли. К слову, про OnePlus я еще скажу определенный момент интересный. Вы знаете... Тротлинг тест. Ну, это проверка планировщика. Он все равно грузит капитально. 60 потоков 100 минут. Знаете, сколько он на последнем проценте у меня прожил? 27 минут. 27 минут, мать за ногу, он прожил на тротлинг тесте. На одном проценте. Это значит, вы полчаса можете видео смотреть спокойно на последнем проценте на OnePlus 12. Это прям интересно. Но это реально интересная штука. Это чтобы вам... Это не значит, что вы на 1% полчаса сможете смотреть 2%, 3%, 4%, но это значит, что автономность здесь космос. Вот, поэтому, кстати, все-таки девушка спросила, или женский ник, 30-45 тысяч рублей, это какой-нибудь Samsung S24, S23 плюс, наверное, может. S23 не влезет. А нет, S23 тоже не получится. Вот что, чтобы прям нету ничего, нету ничего, прям, чтобы вас по видео еще при этом устроило. Понимаете, по фото я вам скажу Pixel 7a, но там нападут фанаты Realme 12 Pro Plus, заклюют меня. Во, Realme 12 Pro Plus, покупайте за 27 где-нибудь и все. Да, Дмитрий Гордиенко, я прям очумел. Я его разряжал, понимаешь, мне надо было разрядить, чтобы проверить зарядку. А в итоге я просидел
полчаса, смотря на этот процент последний. Я уже Геншин скачал, уже все, что только можно. Но получилось вот так. Он за бюджет выходит. Рамзес. S24 Ultra или 15 Pro Max, не могу определиться. Элиас, вам не сюда. Это абсолютно два разных устройства. Если вам... Ну, это разные устройства. Не играю, но в прожарке игры видно на что... А, кстати, Влад. Во. Я гонял его в морозилке, и камера не запотела. Ну, полчаса я снимал 8К в морозилке. Снимал, я кинул в морозилку просто. Хорошо, когда смарт потом продается, да? Опять же, люди, кстати, которые покупают у моего перекупа смарта, они знают мой канал. И если вы будете смеяться и удивляться, но меня смотрят не только в России, но и в Азии. Прям смотрят много, потому что в Азии блогеров как таковых не так и много. И знают. То есть меня узнают азиаты. Потому что смотрят меня в переводе. Потому что, по сути, ну, как бы им заходит мой контент. А к чему это все? К тому, что... Это не бенефис тоже мой, это к тому, что люди, которые покупают, они знают, как я их гонял, эти смарты, и ничего критичного не видят в этом. А за 40-45 можно Nubius Z... Ой-ё, Олег Викторович, я надеюсь, что вы не продаете эту штуковину. Не берите вы третий эшелон по возможности. Да, можно Nubia взять, но вы сейчас не напишите ей, да, что там 35 миллиметров камера, и это будет прям триндец как неудобно человеку, который не привык. Эквивалент 35 миллиметров там на основном модуле, да? Олег Викторович, ну, посмотреть стоит, да, посмотреть, я согласен, что стоят примеры, хотя в остальном это... Джоя, почему я вас отговорил? Еще раз вот, смотрите, как мне писали в комментах, вот ты там напал на Realme, отличные смарты, вы не понимаете, русский офис, продавцы в России... И то, о чем я говорю, это разные вещи. Realme делают в Китае. Продают в Индии, продают в России. Вы в России его купите за 40, на Али или где-то еще. Вы купите его за 27, за 24 его продавали. Моя просто подача, это о том, что и моя основная мысль. 24-27 окей, но это не супер смартфон. Но за 30 плюс это бред. Вот, и все. Что лучше купить, Poco X6 Pro или iQOO Neo 8? Ну, не шутя. Вы же знаете, что я к iQOO не iQOO. Лучший бюджетный флагман, по твоему мнению? Лучший флагман. Фитси. Но опять же, про все китайские смарты и iQOO тоже читайте форумы, потому что могут быть проблемы с оповещениями. Может быть проблема с Android Auto. Может быть у вас... Этот 20-й бенд, который, кстати, новая тема. Мне кажется, все продавцы сговорились, и они начали писать, 20-й бенд вообще не имеет значения в России, его вообще покрытие не видел нигде. Ну, вообще, очень даже странно. Кстати, заметьте, нормальный свет теперь. Я просто рефлектор другой купил. Ну, 6 лет прошло Ютьюба для того, чтобы Александр начал мозгом пытаться думать, да? А 55 вышел, видео будет. Добрый, я не видел еще, где его купить. Наверное, будет. Почему нет? Кто нам мешает? Но еще раз повторяю, вот меня не надо гнать. Вот сейчас прогонят все рекламщики, потом от магазинов прогонят, потом прогонят те, кто купил для того, чтобы продать. А потом он придет с обновлениями, я его куплю и расскажу вам уже без формулировки, какого лешего его еще допилят. Вот как Xiaomi 14 Ultra. У него уже обнова прилетала. Ну, как бы не смогла я. Ну, хорошо. Картинка лучше. Universal, спасибо. Лучший флагман... Так что я могу флагманов вам, извините за грубость, напихать по полной программе. Просто вопрос, как вы с этим делом разгребаться будете. Очень-очень-очень неплохо по мне. Я сформулировал мысль по поводу флагманов в обзоре на Xiaomi 14 Ultra. Я сейчас вас не нагоняю на него, но вот я надеюсь, что я много на что натолкну народ, который покупал. Освещение Алексей Никифоров, спасибо большое. Вот я наконец-то увидел, притом знаете, что по поводу рефлектора? Я просто увидел, у Уланзы начал продаваться маленький рефлектор, а у меня они огромные.
Притом, спасибо за вообще свет моему другу Владимиру, который написал мне, что я плохой человек и ютубер столько лет, и не могу купить себе нормальный свет. И купил я себе более-менее нормальный свет в итоге. Вот вся история магическая. Но я не убиваюсь по качеству съемки. Почему? Потому что меня больше интересует цена-качество. Вот цена-качество девайса, да. Мне интересно. OnePlus 2, Watch 2 купил. Я сейчас, кстати, проверю, послали мне их или нет. 27 тысяч я их выкладывал в телеге скидок и купил. Потому что там, по-моему... Ну, я даже не знаю, лайки набрались или нет. Отправили, нет? Есть, отправили. Отправили и доставят до 31 марта, обещают. Будет классно, если доставят. Без 20-го бенда нормально живется. Еще раз повторяюсь, NW, здесь есть 20-й бенд, это глобальная версия. Рефлектор ламповый не снит, это круто. Хорошо. Доброго вечера. Я пользуюсь практически год GT Neo 2. Вроде камера для меня в норм. Не устраивает в основном отсутствие стаба. Там есть стаб. Просто снимайте в 1080p. Повторяюсь, все, кто приобретали смартфоны 2 года назад, и таких очень много, на курсе в 76, кто-то в 53, примите новую реальность, курс 92, промокодов, купонов нету. Я говорю, я про это в 14 Ультра говорил, что вчера это был смартфон на распродаже за 69 тысяч на старте продаж. Это сейчас он сотку, понимаете? Тяжело очень мозг воспринимает вот эти цифры. 100 штук. Это не они подорожали, это рубль просел. Ну, точнее, он не просел, его просадили, но вот так выгодно сейчас. Ссылку дашь на свет? Universal, я тебе сфоткаю, если тебе надо. Давайте сейчас сфоткаю. Я в ТГ администраторов тебе сейчас сфотографирую, пока я не забыл. И рефлектор у Ланзи обычный, он один всего у них. Вот. Вот зачем мне нужен X2. А рефлектор я тоже сейчас сфоткаю. Все для людей. Кстати, и вам тоже покажу. Вот он. Вот такой рефлектор у Ланзи. Он один. Так, второй прогон уже печальный. Температурка 52-42. Но, заметьте, 14 ультра у нас скидывало до 400 люксов с копейками, помните? Здесь 761. Это тоже уровень. Черт с ним, с соткой тысяч баллов в Antutu, 100, 150, 200. Это, давайте вот откровенно, если вы считаете, что я где-то перехваливаю какую-то железку, у меня вот по поводу этого прям комплекс, напишите мне в комментах. То, что я неровно дышу к OnePlus, это не как бы OnePlus вау. Это мой опыт общения с железками этого бренда, и от них из-за программного обеспечения сборки, понятно, что вы сейчас напишите, что здесь щель. Кстати, здесь щель есть. Щель такая же, как и в китайских версиях. Да. Но эта штука, почему о ней я не такого негативного мнения, она в сердцах у многих. И продать OnePlus не особо проблемно. Не видно люкса, как-то не видно. Ну, в следующий раз покажу. Ну, давайте вот так, во. Сейчас беленькое будет что-нибудь? iPhone рулит. Рулит все, что угодно, что у тебя на руках. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, кто пришел. Помним, что подобный... О, 980... Нет, вообще жир. Это третий прогон Antutu, хочу отметить. С этой щелью заколебали. Биг Самма, я притом не понимаю, как бы, смысл бомбить по поводу этой щели, когда он даже утопление у меня переживал. Ну, опять же, это мой взгляд. У кого-то... Понятно, что на OnePlus их мало заработаешь, они просто космос стоят, и я не думаю, что прям дешево их отдает сам производитель. Но их проще всего захейтить, а потом распиарить какую-нибудь вот эту вот штуку и продавать на 30 штук дороже. У меня OnePlus 7, не знаю, на что менять. Вот такое тоже бывает.
Иван Быков, понятия не имею. Что за щель? Не-не-не, вот здесь можно найти. Вот этой вот железки. Между железкой и корпусом небольшая щель. О! Илюха пришел. Привет, дорогой. Слушай, такой вопрос. Ты юзал OnePlus Nord 30 SE? Не. Нет. Сейчас жду OnePlus 12 Global. Как тебе? Лучше, чем китайский. Nord SE N30 SE я хочу купить. Dashman, Илюха, от OnePlus всегда плохо. Все эти SE-шные версии, это прям мракобесие. Их можно, мне кажется, брать только людям, которые хотят ознакомиться с оболочкой. При том, что вот эту вот штуку, заметь. Я повторяюсь, те, кто пришел только что. Вот эти вот штуки, так же как айкушки, никто не будет пиарить. Почему? Потому что на них нет, за них не платят никаких комсы продавцы. Плюс в глобальной, я думаю, на Авито вряд ли кто-то их продавать будет. А железо Oppo K11 и K11X прям топ. Это примерно аналог, я сейчас вам скажу, iQOO Neo, iQOO Z8. Помните? Z8X, который 13-14 штук стоил. Вот. OnePlus 12 Global, он оверпрайс, ты же так знаешь. Но в сравнении с 14 Ultra, который у нас яркость сбрасывал в Antutu, вот мы его 3 прогона делали, он 400 люксов сразу после первого прогона показал. Этот держит яркость 900 люксов. Вот. И, сказать мягко, он очень крут. Стоимость нереальная. Просто конь. Просто конь. Везде при том. С другой стороны, продать его проблем нет. Вообще. Понятно, что надо будет скинуть, но OnePlus любят везде. И здесь тоже, кстати, OnePlus любят. Вот. Еще мне нравится этот механический переключатель. Все еще. Яблоки-то ушли. Они же добавили кнопочку. И только в пятнашке у нас переключатель. А здесь, 15 Pro Max кнопочка. Меня она бесит. Мне переключатель механический больше импонирует. Если говорить, кстати, о водопаде, обрати внимание, меня вот бесит, когда я на китайский снимал, на 12-й. Я его с 24-м, кстати, сравнивал сегодня. Вообще рядом не валялся по видеосъемке. К сожалению, OnePlus сливает по полной ночью. Но самое главное же ночь. Так вот, если говорить про вот эти грани, ты когда снимаешь, от того, что водопад, они искажаются. То есть ты смотришь, и у тебя искажение идет. Это прям бесит. Ты видео смотришь, искажение идет. Бесит. Я очень привык к прямым граням. Возможно, народ... Вот тебе больше нравятся прямые грани. Кому прямые, кому водопады. Давайте плюсик, кому прямые грани, и минус, кому водопады. Напишите. Мне вот интересно. Можно сделать, кстати, опрос. Давайте опрос сделаем. Нет, не сделаем. Или сделаем. Я сейчас попробую. О, сделаем. Пять секунд. Сделал опрос. Надеюсь, что вы ответите. И равно у кого не было водопадов. У кого-то были. Так что при любом раскладе все, что N, и тем более SE, это будет днищем. Вопрос, за сколько они начнут его продавать. Как бы после того, как ты его разнесешь хотя бы. «50 на 50». Смотрите. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Без разницы, мне с прямым комфортно, с водопадами нормально, поэтому здесь 50 на 50. Пам-пам. Хорошо. Я говорю, когда у тебя много смартфонов, это имеет значение. Прям имеет. Мне, в принципе, без разницы. У меня на руках S23 Ultra, 24 Ultra, оба смартфона хороши. Посмотри, как у OnePlus 12 зайдет или нет. Мне интересен другой момент. Греется ли OnePlus при съемке? Короче, у меня 32 минуты он провел в морозилке 8К 24 FPS. Разогрелся. Но не сильно.
Но главное, не запотел. У меня 14 ультра запотело. И... Да нет. Ты просто помнишь еще 9 10, когда они перегревались? Как думаешь, в ближайшее время цена на Samsung S23 Ultra будет падать? Александр Шурин, так и так Авито открой, и там их море. Что 23-х, что 24-х должна, по-любому. И да, 23 ультра классный смартфон. Я говорю, я между 22 ультра, 23 ультра, 24 ультра для меня вообще одно. Вот до такой степени они похожи, прям трындец. Понятно, что в S24 ультра есть 4К 120 FPS, но подснимать на него тоже шлак. Кстати, Илюха, я начал снимать на iPhone на стоковую камеру, вместо того, чтобы извращаться и снимать на DJI. И чтобы ты подумал, снимает вообще норм. И лучше, чем Sams. Во всяком случае, для подсъемка. Для подсъема, мне лично. Стоит ли брать ROG Phone 7 для игр? А что ты еще хочешь для игр взять? Можно ROG Phone 8 взять, кстати. OnePlus 12 или Huawei P60 Pro? Однозначно не Huawei P60 Pro. Первое. Давай начнем с того, что он стоит в 2 раза дешевле на том же Авито, потому что Huawei без бендов, без точнее, чего? Без Google сервисов нам не впились прямым текстом. И тебе не нужна эта боль. Поэтому выбирать здесь нечего, лучше смотри на другие Android-устройства. А OnePlus 12 стоит конских денег, даже китайская версия. Поэтому я думаю, что тебе много на что можно посмотреть и решить. Скажите, я все время на Xiaomi сидел, еще со времен Redmi Note 3 Pro. Вариант перейти на OnePlus или уже не стоит какие-то редкие движения делать? Такие резкие, наверное, движения делать. Вы кайфанете, почему нет? Дмитрий Бархатов, еще раз, iPhone 15 Pro Max у меня в роли основной камеры, я снимаю на него, хотя у меня есть Sony ZV-E1, вторая я на них снимаю, Sony FX3 и Mark II от этого. Я еще Альфу хочу взять, еще одну, я не знаю зачем. Если честно, вот просто не знаю зачем, потому что я и так весь в смартфонах, но вот просто хочу еще одну Альфу. Картинка от этого лучше не станет. Магия. Почему не делал прожарку iQOO Neo 8? Потому что NW это экспериментальный формат для отдельного канала. Если вы будете приходить, лайкать, оставлять комментарии, подписываться на этот канал, то я продолжу действие данное. Если это будет убивать мои просмотры на основном канале, то зачем мне тратить несколько часов, когда я могу сделать это спокойно, попивая чаечек и смотря телевизор. Ну, не телевизор, ладно, те же обзоры могу смотреть или сериалы и не развлекать народ, отвечая на вопросы, правильно? То есть, если у меня будет выхлоп с этого дела, там 10 тысяч подписчиков для примера на канале для стримов, я считаю очень даже достойно, и фидбэк какой-то, то супер. Вот сейчас нас 291 человек в онлайне, в какой сегодня день недели? Во вторник вечером, без сутки за предупреждение. Я огромное спасибо, благодарен мне этого за глаза и за уши. Напоминаю, завтра я планирую Realme 12 Pro прожарить, и дальше уже будем смотреть. Не спящий Саня. Дмитрий Герланец, а ты как будто много спишь в Германии, да? Хотя сейчас у тебя еще, наверное, только 9, да? Приятно тебя видеть. HTC лучше Huawei Mate 40 Pro или Honor Magic 6 Pro Global? Вы шутите, что ли? Я Huawei, еще раз повторяюсь, даже не рассматривал бы на вашем месте, там гуглов нету. Больничка, вы уж улетаете не в бан, пока я удаляю. В следующий раз за упоминание площадки я баню. Только миллионник может вспоминать, если Илюха еще не убежал. Neo 9 есть. Есть на прожарке? Кстати, у меня были еще прожарки на канале для стримов обычном. Польза стрима. Ой, польза лайв. Но там сейчас остались только обзоры одним кадром. И да, шорты я, по-моему, тоже сюда перенес. Спасибо за лайки. Да, огромное спасибо всем, кто пришли, кто поставил лайк, кто еще будет смотреть записи и оставит комментарий. Двойное вам спасибо. От вас зависит, будет ли существовать данный канал на 100%. Мне наоборот, 15 Pro Max не заходит по видео. Плохое фокусное расстояние и сатурация. По мне сам сдает более контрастные цвета. Видишь, у всех свой взгляд.
Я говорю, ты просто... У тебя сейчас есть 15 Pro Max? Обнови и попробуй поснимать. Я же с тобой согласился в прошлый раз, когда он камеру переключал. А камеру он переключал, потому что я гребаная тутунга и снимал в этой гребаной программе. Вот, извините за мой французский, но я реально просто долго тупил и shame on me. То есть техноблогер не должен так косячить. Надежда на Палас. Ну, Палас вообще норм. Я говорю, не норм, у него цена. Вот если вы смотрите с тем, чтобы я оправдал цену, нет, он прям конский ценник. Ценник конский. Но людей с паласами море. И продать вы его без проблем продадите, мое мнение. 750 люксов, он до 400 люксов, как вот это дело, сразу не сбросил. А на руках смарт так. Внимание, внимание, донат впервые за час. 5 секунд, сейчас отвечу человеку. Тем более это раз в 500 лет происходит. 99%. Так и не достучался. Соляви. 300 человек в онлайне. Это к вопросу, когда у меня спрашивали, зачем я стримлю на 1 миллион 850 тысяч баллов в Antutu, яркость 760 люксов, 740, 750 и температура 52 и 41. Единственное, я замерз как не знаю кто, потому что у меня кондишн лупит под 16 градусов, и я сейчас его выключу. Потом я отвечу на донейшн, и пока я подключу зарядку. Потому что после того... О, кстати, сейчас увидите скорость. Супер VOC. Ультра быстрая зарядка. Вот. Я не буду засекать, потому что меня интересует 70%. Не забываем прожать лайк. Баллы скинул. Баллы скинул. Какие баллы? Я ничего не понял, но окей. Баллы не сильно он скинул. Саня, 5 раз не смог дописаться в чат. На руках 2 смарта. Realme GT3, OnePlus Ace 2 Pro, скорость сети на глобалке 250 мегабит в секунду, на S2 Pro 50 мегабит. Это 20-й бенд или агрегация сетей? Это агрегация сетей. В Москве 20-й бенд вряд ли. Вы напишите лучше в общий чат, вам подскажут, где посмотреть конкретно вашего оператора. Я сейчас с него пишу, с айфона, я в лоб сравниваю их оба. Samsung не крутит так насыщенность, вот уже с ноября сравниваю S24 Ultra, S24, 23 Ultra и 24. Samsung мне по цветам нравится больше, увы. Но, опять же, может быть здесь особенность, потому что у меня все время зелень и очень много света, и я могу сказать, что вот в этих условиях мне нравится больше намного яблоко. Вот. Здесь все фломастеры абсолютно на вкус разные. Это хорошо, видите, что одни блогеры считают, что лучше больше выкручивает цвета яблоко, другие блогеры считают, что лучше выкручивает цвета Samsung. И плюс у него крашится, ты подсъемы же делал на S23 Ultra, правильно, или на 24? Потому что вопрос, на что ты снимаешь. Очень классно снимать на S24 Ultra в 4К 120 FPS футажи, но картинка крашится. То есть и шумов много. Может быть, мне как-то... Ой, ёшки. Я видел, что iQOO Z8 вышел, я не видел, чтобы... Я знаю, он погас, он заряжается. Не мешайте. Видите, ультра быстрая зарядка идет. Вы хотите видеть все время вот это вот дело? Дайте ему зарядиться чуть-чуть, и мы продолжим. Потому что следующая стадия, что мы делаем? Мы проверяем на яркость его, проверяем шим, играем в PUBG New State, играем 20 минут в Genshin Impact и 20 минут, может быть, в Diablo еще, и все. И потом подводим минимальные итоги. Почему минимальные? Потому что, еще раз повторяюсь, за эти деньги смартфон нереально дорогой. И по камере он точно эти деньги не отрабатывает. Он отрабатывает только в плане операционной системы. И как я вижу на данный момент относительно китайской версии, это уже небо и земля. Вот. Плюс, разумеется, быстрая зарядка. Но единственное, здесь нет официальной защиты от влаги типа IP68, понимаете? То есть, если накидывать на него... то, ну какого лешего он так дорого стоит. Вот. И даже не глобалка, китайская версия стоит дорого. А iPhone желтит. Но я сравнивал iPhone 15 Pro Max с
Xiaomi 14 Ultra, и я тебе скажу, что, ну, может, я не знаю, почему у тебя он желтит. И Samsung у меня желтил больше. Я говорю, видишь, по-разному. Я могу сказать, а я снимаю на iPhone. А ты скажешь, а я снимаю на Samsung. И по большому счету, учитывая, что у тебя просмотров больше, значит Samsung лучше, правильно? Ну, если так рассуждать. Но каждое блогерское лицо свою железку хвалит. Саня, как тебе пластиковый смарт за 40 тысяч? Nothing 2. Тошик, я не рвусь. Я вот в Абу-Даби его, скорее всего, куплю. Там погоняю, фотки вам скину, еще что-нибудь поделаю. Вот. Почему вы выбрали в качестве основного iPhone? Съемка видео. Лучшее, самое стабильное, самое топорное. Ничего не надо знать. Берешь яблоко, снимаешь. Все. За $1000 Global 14 Ultra можно брать по такой цене. Зато в РЭК где-то за $1000 глобалку 14 Ультра видел. Это китайская версия 1000 Ультра стоит $1000. В РЭК and Fast. Друг, ты где? Ты откуда у нас здесь? iPhone во всем лучше. Не-не-не, Данлайка, хуже, лучше, это все субъективно. Для этого вы и смотрите обзоры, ходите в магазины, слушаете мнение, но вам с этими делами ходите, поэтому относительно... Как-то он долго заряжается все равно. Ну, подождем еще. Чуть-чуть еще он зарядится, заодно он остынет параллельно. И я знаю, что Xeran Gaming еще раз напишите, я забаню. Напишите мне в личку лучше, где купить этот IQ Z9, и я его куплю. Потому что на данный момент я не знаю, где его приобрести. И как только я узнаю, хорошо. Только на стриме писать можно, но у меня в России сегодня отключили возможность писать комментарии в YouTube. У вас не в России отменили это. Вам просто нужно залогиниться на... Я, по-моему, просто залогиниться и все. Можно комментарии писать. Почему? Напишите, пожалуйста, из России нельзя писать комменты? Спасибо за ответ, спасибо за твой труд. Вам спасибо за донат. Огромное. И Стелби Волк, еще раз повторяюсь, еще одно упоминание, будете забанены. Я там облажался с айфоном недавно. Снимал на GH5s и решил боковой камерой снять на iPhone. iPhone выдал оранжевый цвет вместо красного. Это неоновая вывеска какая-то была? Don't like, там будет томп до 30 тысяч рублей, но там будут смартфоны по 32, и потом, может быть, я сделаю еще до 50 тысяч рублей. Простите, послушал вас. Ничего. Всем доброго вечера. Вы сказали, что стоит своих денег, а есть дорогой смартфон на андроиде, который стоит каждого рубля. Владислав Стариков, да. Смотрите, вам нравится съемка Vivo X100 Pro? Стоит своих денег каждого рубля. Пусть даже на Dimensity. Вам нравится Oppo Find X7 Ultra? Стоит каждого рубля, но неразумно, потому что можно брать Oppo Find X6 Pro. Но X7 Ultra предпочтительнее. Стоит каждого рубля по мне. По мне каждого рубля стоит... Вы про флагманы, правильно? Пам-пам. Что еще? Из флагманов я бы сказал, что стоит каждого рубля. По мне. Ну, наверное, только эти два смартфона прям конкретно. Так я залогинился, спасибо, что прочел. Я не знаю, почему у вас блок, может, вам нет 18. Пишу из коми. Я из России, все хорошо с комментами. Вот я про это же. IQ 12, да, IQ 12 Pro стоит каждого рубля. Если относиться к этому как... Что еще у нас есть? Из Xiaomi нет. Ни Xiaomi 14, ни Xiaomi 14 Pro, ни Xiaomi 14 Ultra. Xiaomi 13 в китайской версии, если считать его флагманом, стоил каждого рубля. Это была не неоновая вывеска, это был термос обычный, снимал дома на кухне. Я когда сел монтировать ролик «Рука-лицо». Ну да, потому что я... Не, ну, наверное... Но видишь, у меня цветных вещей нету. У меня все довольно тривиально. Дай, мне важно твое мнение.
Вроде. Если вроде, не надо меня слушать. А если вы хотите обновиться, смотрите 554 обзора на каждый девайс от каждого. Читайте комментарии, только помните, что в комментах тоже могут быть продавцы. И решайте, что вам надо. Это не так работает реально. Вот я с Илюхой полностью согласен. Вот чем больше вы смотрите роликов на железку, понятно, что если вот вы видите, что кто-то прям по вашему мнению врет, то его лучше не смотреть. Потому что если ты видишь у 9 блогеров, допустим, там Red Magic 9 Pro Plus, он перегревался, а у 10 он вообще волшебный, а там еще и магазин. Ну, в топку. Или вы знаете, что кто-то красит ролики, примеры видео. Зачем? Ну, вы можете посмотреть ролик, но зачем смотреть примеры, если вы знаете, что примеры человек для вас красит, и логично, что вы видите какую-то лабутень, а не ролик сравнения. То есть вы сравниваете... это не сравнение, это сравнение творчества человека. Вот. Это как если Илюха покрасит iPhone на примере съемки этого термоса и не скажет об этом. Но он так не делает. Вот. S24 на снэпе за 64 тысячи. А я про снэп, Владислав, знаю единственное то, что я купил, и то, что там есть какие-то ограничения. Где-то нет русского языка, где-то каких-то бендов, или они как что-то с агрегацией, нет? iPhone 15, как китайская версия на маркетплейсе с огромным количеством положительных отзывов. Я не знаю. Я не знаю. Ну а сколько он должен по-вашему стоить? Ну у нас там было у администратора, что он через знакомых заказывал где-то там, из Средней Азии. И в итоге все кончилось тем, что слава яйцам, извините, слава всему, ему вернули смартфон. Деньги за смартфон. Я не вижу, кстати, где. Меньше знаешь, проще выбор, да. Нет, нет, Окса. А зачем вы тогда на стриме прожарки? Мне кажется, что люди, которые не разбираются в технике, точно не придут на стрим прожарку на канал с 3000 подписчиков в 10 часов вечера в 11 по Москве. Ну, все интересуются и все выбирают. Лучшая камера за 45 это только у пикселей, но они тебя замучают. Вот Илья, если ему не лень, напишет, почему ему не понравился пиксель. Отдыхайте, здоровья вам, спасибо за мнение. Андрей, это звучит больше как ты уже старый, иди умри. Не сегодня, not today. Today мы должны догнать OnePlus. Все, часик он помучился. Подождем, чтобы он чуть-чуть остыл, хотя он и так остывший. После зарядки, кстати, Илюха спрашивал, можно еще 30 минут поснимать. Поснимаем? Давайте 20 минут поснимаем. Или тебе больше надо, Илюх? Давайте за 20 минут съемки, сколько он съест в 4К 60 FPS. Запомнили заряд? 76%. Понеслась. Так, вот так. Как-нибудь надо его поставить. Он, кстати, уходит в... Как это называется? Гасит экран. Ну, там, наверное, можно где-нибудь в настройках убрать, но я не нашел. Кстати, я хочу напомнить еще об косяке у OnePlus. У них Type-C петлички напрочь отказываются работать. Пам-пам. Ну, попробую я, проверю, будут ли у них. У меня же есть такая вот лабутень, ларковская. Еще есть и, в принципе, можно и роды подключить. Наверное, род подключу тогда. Ну, у них много всяких мелочей. Говорю, так он дорогой. Просто дорогой смарт. Попозже. Не пришел на стрим только потому, что нравится твое творчество. Спасибо, Dark Rosenthal. Ну, железки-то вам, наверное, тоже нравятся, потому что мое творчество это не песни, шутки, прибаутки и танцы. Это все-таки железки. Творчество заключается в железках. Покупки и продажи последующие. Алекс Бэтком, спасибо, что дошел. Скоро вы все отдохнете от этих стримов. Абу-Даби ждет. Не забываем прожать лайк. Все, кто пришли. Пиксель мне понравился в принципе, если бы он стоил дешевле. А намного дешевле. А так трубка прикольная, но минусы, как всегда, есть. Дешевле бы его продавали. А видишь, не хочешь минусы прописывать. Ну ладно. Я-то помню. Так, AMX понеслась.
Привет из Петербурга, лайкосик поставил. Алексей Смирнов, огромное спасибо. А уплавнялка в OnePlus работает как в Oppo. Это одна и та же контора, друзья. Oppo теперь это OnePlus, OnePlus теперь Oppo. Ctrl-C, Ctrl-V. Прямой дисплей лучше, потому что нет искажений. Я тоже так считаю. Пиксели замучает тем, что у них экран. Вот, все, через 2 минуты он гаснет. Но это можно отключить. Вот, у них лаги. И еще много всяких прелестей. Хотя, опять же, есть люди, которые их покупают и кайфуют. Благодаря тебе определился с выбором, купил Xiaomi 13T и пользуюсь, кайфую. Да, рад, надеюсь. Андрей, да я пытался пошутить, не беспокойтесь, Би. Дмитрий Гордиенко еще не убежал. У OnePlus нет защиты от воды. У OnePlus есть защита от воды IP65. И, к сожалению или к счастью, я топил OnePlus 12 китайской версии. С ним ничего не произошло. В отличие от Nubia Z60 Ultra, который не подлежит теперь восстановлению. И топил. Может быть, утоплю его. Но топить его нельзя. IP65 не подразумевается. Виктор Агеев, вам лучше не расстраивать себя. Можете посмотреть по ссылке в описании. Но лучше не смотреть. Потому что сейл будет 18-го. 18-го просядет ценник на Алишке. Но там будет тонкая красная линия. Если они лупанут таможенный сбор с стоимости выше, чем $200, мне кажется, что все эти флагманы... Сказать, что выгоднее будет брать у перекупов на Авито, некорректно, потому что все они, так же как серые магазины, сразу повысят ценники. То есть просто народ встрянет на таможню. Мне кажется, с таможней все равно будет покупать. Хотя смотря что, опять же. Потому что крупные сетевые магазины, не сетевые, а площадки, они имеют по-любому склады в России будут. Ну, что-нибудь такое. Какой бы сами посоветовали телефон купить? Дыран. iPhone 15 Pro Max, Samsung S24 Ultra. Я могу вам долго перечислять. Я тут никуда не убегал. Дмитрий, я пытался опять пошутить. Не могу определиться, GT5 Pro или Honor Magic 6 Pro Global. Ну, как бы здесь вилами по воде. Они что, одинакового ценника? Что в них общего, что вы не можете определиться? Твое мнение интересно, стоит ли менять Realme 9 Pro Plus на Realme 12 Pro Plus? А для чего, Максим? Что вы хотите, в чем качественно вы хотите улучшить свое состояние при переходе на этот смарт? Чем вас не устраивает 9 Pro? Ну, он уже устал, наверное. Привет, посоветую Android, слушай, камеры, фото, видео максимально компактные, больше памяти. Компакта их нет. Xiaomi 13, Xiaomi 14, Zenfone 10, будет сейчас 11, и Samsung S23, 24. Все. Не, почему же? Минусы: тупые нейросети, ненужные 5X у прошки, слабая автономность, не кастомная оболочка, слабая зарядка, высокая цена. Долго обрабатывается видео через сервера. Дичь полная. Во. Ты ощущаешь, Илюх, ты сейчас перечитай то, что ты написал. И желание, ну вот от миллионного блогера, когда люди это читают, и у них желание покупать пиксели, не просто после моей фразы «пиксели дно», а после твоих вот этих словечек, я думаю, слов мини-обзора, желание пропадет наглухо. Но все-таки лучше Samsung. И S23 Ultra, и S24 Ultra, и даже S22 Ultra. Саня, подскажи, компактный смарт цена... Да я уже ответил, Василий, их нету. Почему все спрашивают, как же 12X? Иван Быков, ему 3 года. 3 года. Я хотел купить 12X, притом купил его, и там оказался выгоревший экран, оказался витринный образец. Все. Вся история, картина маслом. Сижу на OnePlus 9 Pro и не знаю, на что менять. Вуди, знаете, почему вы сидите на 9 Pro и не знаете, на что менять? Потому что вы в рублевом эквиваленте его покупали за цену, которая сейчас для какого-нибудь Nord 3, а он даже рядом не лежал. И
Это проблема, да, потому что большинство, кто покупал 2 года назад, и кто-то попал под курс 53 себе смартфоны, сейчас столкнулись с курсом в 90 с лишним и такие, да ладно. То есть приходится переходить на смартфон ниже категории за высшую стоимость. Селяви, вот она и матрица. Дмитрий Тимошенко, может еще 63 262 рубля? Почему не так? Лучший компакт сейчас 15 Pro. Ихмо. Дмитрий, ну он не такой компакт, но смарт классный. Пользуюсь 9R, почти 3 года, телефона самолет. Ну вот 12R, посмотрите, сколько сейчас стоит. И сгрустните, как и я сгрустнул. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Запись уже 10 минут идет. И я трогать не буду. Или тронуть. 74%. Но я не знаю, мне кажется, больше 20 минут вряд ли кто-то будет непрерывно снимать. Круче, чем Samsung, никто не кастомится. Ставишь good lock и кастомизацию. Абсолютно все. Ни один смартфон сейчас так не сделаешь. А сам производитель позволяет. Самсы просто красавцы. С одной стороны, самсы красавцы, но у самсов нужно очумевать просто, чтобы что-то настроить. Их игровые вот эти сервисы, которые типа должны улучшать игру, это просто дно. И реально каждый раз, когда у них приходит новая прошивка, если ты играешь в них, тебе нужно взрывать себе мозг. Вот как-то мне вспомнилось. А так да. Но одна камера, видишь, для тебя Самс лучше по камере, а я не смог перейти с айфона. Мне наоборот показалось, они хуже. Как относитесь к экранам водопадам? Я отношусь плохо, потому что на водопаде у тебя искажения при просмотре видео, при съемке. И меня бесит. Вот меня прям бесит это дело. Кого-то это радует. Будет сравнение 13 и 14 ультра. В Rec and Fast. Зачем? Зачем? Зачем мне 13 ультра, когда я ее не советовал так же, как 14 ультра? Которую вы тоже не купите. Вот самое, говорю, вот сравнение подобных смартфонов спрашивают люди, которые 99% не пойдут и не купят это дело. Потому что ультра покупают люди, у которых вот такая котлета из денег, и они просто не смотрят обзор, они идут и ее покупают. Я не знаю причин, почему нужно купить Xiaomi 14 Ultra. Я понимаю людей, фанатов OnePlus, когда ты сидишь долго на этой оболочке, и кислород тебя втянул в себя. Тебе все говорят, да это уже ColorOS, ничем не отличается, можно брать подешевле. И ты идешь и покупаешь OnePlus, потому что это твой бренд. Вот их я понимаю. Кто также покупает Xiaomi, я не видел ни разу, говорю, вот ни здесь, в Азии, ни в России, нигде, куда-то я путешествовал, ни одного человека с ультрой. Ну, 11 ультра я еще видел в Питере, когда их продавали по 35 штук. Много где появилось. А вот других нет. Зато когда ты настроишь смартфон, это просто огонь. Но я не играю на Samsung, Asus ROG Phone 7, 8 Pro. Он сейчас его тестирует и жарит. Пам-пам. Ну, видишь, в чем дело? Опять же, у Samsung прикол. Ты его настраиваешь, приходит обнова, и тебе заново его надо настраивать. Я с 13 ультра пишу. Ну вот сколько человек у тебя в окружении 13 ультру, как и ты купил? Вот когда, допустим, я покупал S21, по-моему, Samsung, после этого люди поюзали и купили. Многие мои знакомые. Вот у тебя из знакомых, кто еще купил Xiaomi 13 Ultra? Честно. И почему ты выбрал ее, а не, допустим, Samsung S23 Ultra? Я в курсах, что там нет переключения. Мы же не об этом рассуждаем. IQ по камерам лучше, чем... Какой? Дизлайка? Вот за это надо, наверное, блочить. Потому что ты не написал модель IQ. Не знаю, народ там сравнивал с S23 Plus, и он там где-то у них выиграл. Realme. Я так далек от этого. Правда ли экран водопад легко разбить? Александр, понятия не имею, скорее всего нет. Все зависит от стекла. У Xiaomi Ultra раньше были интересные камеры, теперь их просто догнали. А когда-то хотел ее, несмотря на MIUI. Толик, да, по мне. OnePlus Watch 2, повторяюсь, идут. В конце марта будет обзор. Для отца в возрасте лет на 5
12T или IQ 9? Ничего не понял. А, для отца в возрасте лет на 5. 12T что? 12T Xiaomi? 9 IQ Бенда не будет, он на дачу ездит. Наверное, 12T. Лучше 13T. Соглашусь, что гейм-лаунчеры в самсах это жесть. Благо, можно подкопным методом ее отключить, и то не до конца. Джой, я знаю, но просто, ну это что за дичь? Ты покупаешь смарт за 100 кусков, чтобы потом... Ну, с другой стороны, я могу вспомнить iPhone, на котором вообще не поиграешь, он просто сбросите яркость до 200 люксов и все. Мы, кстати, Илюха, пытались вот на этом деле... Сейчас тебе покажу. На этом деле гонять iPhone. Он все равно сбросил яркость. Все равно он сбросил яркость. На жидкостном охлаждении. Но почти час мы отыграли. У меня нет ни одного знакомого с Xiaomi Ultra, ни одного. Ну, Илюх, ты всего миллионный блогер. Откуда у тебя могут быть знакомые с Xiaomi 13 Ultra? Это сарказм, если что. Почему? Ну, это дичь. Почему дичь? Потому что я еще раз повторяю, что нету ничего в этих ультрах, ради чего их стоит покупать. Ну, кроме профита продавцов. Потому что ты ее покупаешь по 70-ке в России, и если быстро толкаешь за 110 в России, если супер быстро, то за 105. У тебя профит сразу, если у тебя доставка там, сколько они у них выходит, те, кто занимаются, 1002. Конечно, они будут ее пихать для продаж. Тридцатник с смартфона имеешь. Сколько тебе надо Поко продать? Не знаю, сколько вивовских дешевых смартфонов, когда ты можешь спред сразу тридцаточку получать с ультра. У нас в оркестре у коллег в основном Realme, айфоны, Samsung, Финики, Poco и Redmi. Я про это и говорю. Нет, ну Xiaomi-то по-любому, ну Poco и есть Xiaomi, да, и Redmi есть Xiaomi. HTC у Сани вроде Meizu 12. Александр, ну, классный смартфон. Ты будешь 21 Pro покупать, Илюх? Я 21 Pro сейчас на распродаже куплю 18 числа. Вообще у меня план в громадью опять накупить смартфонов. Но я еще с этими не знаю, как... Ну, это наоборот радость, что смартфонов многие. Многие стримеры пабговские на айфонах стримят. Hagen Place, я не знаю, как они стримят, я говорю, ну, на минимальной графике, наверное, и яркости, в автояркости, не на максималке. Информация по Asus Zenfone 11 отсутствует, как только будет, я его, скорее всего, куплю. В 10 Pro больше плюшек. Не понял. Цена была, пришлось взять не iPhone же брать. В Honor Magic 6 Pro стерео полуторка. Посмотрите HTC обзор, постарайтесь. Я не знаю, кстати, Илюха, когда у тебя будет 14 ультра, обрати внимание, там наш многоуважаемый блогер какого-то лешего услышал, один из блогеров, полноценное стерео здесь, когда здесь чистой воды полуторка. У Шоперса полуторка. И может быть кто-то другой получил стерео и восхитился. Но здесь стерео такое. Вот слушаю стримы и понимаю, что стримы и стримы обсуждаем все по кругу. Алекс, Крис, так в этом-то и смысл, что люди приходят, спросили свой вопрос и уходят. А что делать? Тем более у вас такое ощущение, потому что 4 подряд стрима. Если бы вы 2 недельки отдохнули, и какие-нибудь у нас новости свежие появились, то было бы все по-другому. Вот. Ничего, за 2 недели соскучимся, будем что-нибудь новое обсуждать. Если меня там не закроют за что-нибудь, я в Рамадан еду. Нет, на Авито его нет. Не скину. Один контрабандист с игровым смартфоном тусит только, но он прям заядлый. Игроман, задрот прям. У другого сгибаемый Samsung. Не, сгибаемый Samsung это прям интересно. Мне кажется, очень мало людей сгибашки покупают. Саня, можешь сказать, есть ли планшет с хорошей камерой? Я купил, кстати, вот эту вот штуку. Мне кажется, что здесь должна быть хорошая камера. Но, кстати, есть планшеты с хорошими камерами. Но вас это не порадует. Яблочки. Что выбрать? X5? Смешно. F6 выбрать. Оглох на одно. Что? Кто оглох? Пригружить громкость разговорного динамика и будет полноценное стерео. Нет. Не шутя, так это не работает. Если... я понял. Шах и мат. Так, выбор стоит Sony 1V, Palace 12 или S23 Ultra. Дмитрий, если ты сленгом отвечу, шаришь за съемку видео,
то бери Sony. Тем более в России он реально дешевый. Если ты, притом, если ты полетишь куда-то, то ты его продашь даже дороже. Palace 12 это прям лютый прайс и не для... Ну, это для души. Это вот я не... Ну, вот я еще раз повторяюсь, я не могу сказать вам, что о, он классный. Он классный для меня и для тех, кто любит OnePlus. Если вы от OnePlus далеки, то это оверпрайс лютейший. S23 Ultra морально устарел с одной стороны, но его можно купить очень выгодно. И там есть все. Вот, наверное, так. Можно баланс настроить динамиков. Да, фаст. Угу. 5 секунд. Сейчас я вам все покажу про баланс динамиков. Sound Effects, Additional Settings. Где здесь вы баланс динамиков найдете у Xiaomi? Я не видел, где здесь баланс. Или вы тоже продаете Xiaomi 14 Ultra? Тогда я вам сочувствую. Я вот хожу вокруг Fold 5 уже длительное время. Думаю, взять его себе на тесты или нет. Дорогой, и боюсь, что будет дорогой и ненужной игрушкой. А если у тебя не было фолдов самсунговских, тебе обязательно его надо взять, потому что если ты раскладушки и флипы и фолды тестировал, не самсовские, ты поймешь, что... Ну, по-моему, ты тестил. Ты же тестил фолды и флипы. Ну, не самое классное ПО. Ничего не поменялось там с 4-го, 3-го по мне. Почти. Зачем Мейзу с телефонов уходит? Александр, ну они не ужились. Я говорю, у меня друг Владимир летал в Китай, и он очумел искать мейзовский офис в 2 городах. Вот. Их нету, как таковых. Не вывезли они конкуренции, и толком они нигде не продаются. Специальные возможности. Что? Ага, Breakfast Special. Специальные возможности. Где? Вы мне по-русски, по-английски скажите. Additional settings. OnePlus всегда ценят только те... А подожди, опять же баланс. То есть тебе нужно тише будет сделать нижний динамик. Да, OnePlus обзор фактически для любителей OnePlus. А с яблоком не совсем с тобой согласен. Знаешь почему? Потому что яблоко это... Ты минимально теряешь стоимости. То есть... Это вечная штука. Ты, покупая смартфон, практически не теряешь в стоимости. И востребованность его на рынке, она прям подкупает конкретным образом. И фишки, то, что у них есть что-то, чего нет вообще ни у кого. То есть это какой-нибудь там... ладно, у тебя там нет этого Pro. Я не знаю, там... Vision Pro. Но Apple Vision. Но у кого-то это есть, и он может снимать для Apple Vision Pro. Игры топовые. Понятно, ты в них не будешь рубиться постоянно, но поиграть 10 минут, чтобы у остальных слюна потекла, почему нет? Или для антистресса. И вот эти все штуки, они подкупают. И, ну, как бы для окружающих у тебя просто лучший смартфон. Не зря у них такие продажи. То есть это понятно, что хайп на хайп. Так, 20 минут. И понеслась. Что у нас первое? Температурка. 37,8, 39,8. Ничего космического для 20 нету. Здесь все более чем адекватно. Ну, короче, 20 минут норм. Сколько он съел? Кстати, 70 было сколько процентов? Напомните, пожалуйста. Сейчас 70. Лилия, привет. Не, я сейчас не про перепродажу. Да. Это корона уже 39,8, да? Корону ему надо дать. Там девушка вернулась, которая спрашивала, зачем мы все здесь собираемся. У нас в один из стримов девушка пришла, которая спросила, а зачем вообще вы смотрите техноразборы девайсов? 300 мужиков.
Ну, она, наверное, не 300, нас, наверное, человек 200, 297, 298. Apple система, OnePlus, один из которых можно поменять и не париться с переходом на другую систему. Да, да. Если у них достойные часики будут, то это топ. Наушники у них топовые. Часы мне их тоже нравятся. Ну, как бы планшет у них прикольный. Не сказать, что это прям супер-мега-бест, но он классный. Да, зарядка Type-C 2.0 плохо для IQ. Но жирно бы было, если бы еще это было. Всегда мечтал о OnePlus, но почему-то нет из-за крутого и мозгов от Samsung. Samsung S24 против Samsung S24. Ты имеешь в виду Exynos против Qualcomm? Ну вот я вот это на Exynos не продаю. И Qualcomm'овский я купил. Его, по-моему, уже прислали. Надо забрать. А Слава, так мы еще толком не начали. Мне не напомнили, 76 было, сейчас 70. То есть 6% за 20 минут. При съемке в 4К 60 FPS он будет поедать плюс-минус 18% в час, округлим до 20. Мистер Shift нет, у нас нет донатов почти, поэтому не озвучиваются. Привет, подскажи, что поменять S22 Ultra, может на Vivo X100 Pro? Если ты сидел на Samsung, оставайся на Samsung, бери S24 Ultra, он тебя не разочарует точно. Мурук, Банжага, спасибо за ответ за оправданность цены. Смотрю в сторону Vivo X100 Pro. Но смущает проц. Слышал, из-за отказа от малопроизводительных ядер на заблокированный телефон не приходит оповещение. А если ты не глобалку берешь, там при любом раскладе будут головники. Вот. Аноним, вам спасибо за подгон. Все. Мне Анкер больше нравится по звуку, чем OnePlus наушники. А у Анкеров звук особенный. У Анкеров вообще все всегда хорошо. У них, по-моему, только одна модель была плохая какая-то. И колонка не одна топовая была. OnePlus такая же оболочка, как Realme GT5 Pro? Нет. Но концерн этот один и тот же. Вот. Ладно. К чему это все? Ладно, прохладно. Мы начнем самое жесткое. Первое. Он еще не остыл? Ну и ладно. Это его проблема. Показываю вам стресс-тест. Опа, спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо, благодаря твоему обзору взял iQOO 12 Pro. Прям очень доволен. Я рад, что вы довольны. Вы довольны, и я доволен. Что вы потом еще пришли на стрим. Не забываем прожать лайк. Всем огромное спасибо, что пришли. Напоминаю, что в описании канал со скидками, плюс моя личная телега, где будут, кстати, исходники с 12-го паласа в глобалке. И телега взаимопомощи, нас там 17 тысяч человек. Вот. Storage тест довольно скромный, 165 тысяч, потому что для примера тот же 14 Ультра показывает 199, но особо это сильно на работу влиять не будет. New State кстати, Илюх, у меня здесь PUBG New State не установился. Вот, ну что это за такое? Почему я должен пальцем попадать, чтобы показывать, да? Все норм. Вот, и к чему это? К тому, что мы сейчас повернем камеру. Я сейчас ее чуть-чуть подвину. Подвину. ISO вырублю с автомата, наверное, или оставить автомат. И будем играть. Меняем ракурс. До 60 тысяч в одной рукой. Это S23, S24 Ultra. S24. Вот. 5 секунд. Уна момента стромта пулита. Переключаюсь. Напоминаю, что у меня не 60 FPS здесь, на этой камере. И поэтому вы видите легкую задержку. Но единственное, я не знаю почему. Потому что я выдержку выставил. Периодически он норм работает, а периодически нет. Нам надо запомнить сейчас. Во-первых, поставить игровой режим. По-любому. Да? Иначе меня потом съедят. Вот это меня бесит. Меня так бесит выставлять игровые режимы на смартфонах. Вот у меня и так производительность стоит. Кстати, мы тестили в производительном режиме, Илюх. Камеру.
Да что ж такое? Еще раз попробую. Попробую. Разошелся, разбежался. Самое важное не посмотрели. Короче, экран, яркость, герцовка. Авторегулировку яркости пока отключим. А вот где тут герцовка-то? Разрешение экрана. Частота обновления высокая. Отдельных приложений выбираем. И выбираем PUBG New State. Выбираем Genshin. Пусть 120 будет. Immortals. Пусть 120 будет. PUBG New State, видите, 60 был по умолчанию. ROV 120. Breakfast 120 и WoW 120. Так, это раз. Два. Повышение резкости и качества изображения никогда не делаю. Что мы еще должны сделать? Он уже отдохнул, он уже зарядился. 1100 люксов. В целом норм. Могу напомнить, что 1100 люксов у 13 Pro Max. Такая же яркость. И, кстати, все-таки S24 конкурент, правильно? Самс. 1100. Также. 1200. Хотя конкурент, чтобы вы понимали размеры. Вот насколько больше это в чехле S24. Так, шим. Так, это не... Нет, давайте шим, а потом максимальную яркость. Нет, 1200 все-таки. И шим. Как-то многовато. 11 для сотки. Было бы до 10%, было бы зашибись. Сейчас мы еще защиту зрения включим. И еще сделаем, кстати. Сколько мы всего можем сделать интересного? Адаптивный режим. Защита глаз. Умная. Ага, нет, защита от мерцания и так включена. Поэтому да, на 100% вот такой вот шим лупит. 12%. Это много. И видите, в пике он летает. Сейчас DC-диминг включился 11%. Так. Дальше контакты. Об устройстве. Глобалочечка наша. Версия. Разработчик. Сейчас мы поставим герцовку, покажем. Где? Ну-ка. Не понял. Возможности разработчика, вот они. Так. Bluetooth. Режимы кодек. Так, это код в стерео. Аудиокодеки. Вот аудиокодеки все, чтобы вы увидели, кому надо. И мы сейчас герцовочку включим. Мелочь, но полезно. Посмотреть, сколько он в простое показывает герц. Потом там можно химичить. Во, 1 герц был. 31. Все, LTPO работает. Все видите 1 герц. Чуть-чуть назад. И можно уже врубать. 68%, пока мы ползали везде, он поел чуть-чуть. Но ничего страшного. Так, бахни шим. Уже бахнул. Как в приложении смартфона искать, потому что в поиске вылазит... О, ёшки-гагошки. Телегу скидок подписывайтесь, все смартфоны там выбивайте название, найдете. Я не без сарказма. Лилия, я замечен, сорян, если не знал, что ты еще тут. Я бы так не шатил, думал, мужская компания. Пам-пам, а я не вижу. Не вижу диалог. Может, она стендап ждала. Толик ушла уже, Лилия. Так, я тебе даже больше скажу. Мне Анкер больше нравится среди затычек, чем Браво Вилкинс. Такие дела. Да. Соледарен на 99,9 в периоде. Вот они, кстати. Уже 2 месяца мучаю себя. Ну,
норм. Но денег своих не стоит точно. Так, выставляем подло максималочки. Ему будет плохо, но он должен выжить. Вот, видите, все выставил. И, наверное, я сделаю чуть больше. И сошку выставлю сам, вручную. Не понял я, почему она не выставилась. Потемнее надо. Вы зато сразу увидите, когда ему будет плохо. 2500 ISO выставил. И начнем. Проценты. Во. Режим. Ёшки. Несбалансированный игровой режим Pro. Да? Адаптивное увеличение частоты кадров. Все. Вообще по полной программе его. Гиперразрешение не надо. Настройка графического процессора не надо. Оптимизация касаний. Ну, это если с тачем у меня будет что-то. Пока все норм. Оптимизация сети. Давайте гиперразрешение. Энергопотребление еще съесть не надо. Ему и так будет плохо. 36 градусов. Пинг 39 миллисекунд. Оптимизация сети. Отмена. Изменение голоса не надо. Эта игра не поддерживает Hyper HDR. Так, и еще можно настройки посмотреть. Плавающие окна. Стандартный холл аудио. Отмена. Все. Все посмотрели. Думаю, что ультимативно получилось. Еще раз. Да что ж такое-то? Ладно, мне обычную. 67%. Секундомер включу сейчас. Если вы не против. Стоп, сбросить старт. 67. 20 минут поиграем, ему хватит. В прошлый раз хватило. Как я помню. Тем более потом мы сразу в Геншин лупанем. Всем огромное спасибо, что пришли. Вы заметите, как только я игру включаю, все, народ уходит. А вы говорите, мое лицо бесполезно. Вот на лицо без игры все было норм. Было почти 300 человек. В целом важно не цена, проц Dimensity, есть идея. Так, не забываем подписываться на канал с колоколом. И писать в комментах, на что еще сделать обзор. Давайте, нам надо набрать 10 тысяч подписчиков, и тогда я буду стримить. Все. Как мне написали, одно и то же. Ну, вообще, жизнь, она одна и та же, язык один и тот же. Это я не оправдываюсь, я реально понимаю, что ввиду того, что я не стример, и вообще, в принципе, так много никогда не стримил, народу скучно одно и то же слышать. Я могу за жизнь рассказывать, но сейчас новинки, плюс я начал все-таки снова стримить, и чтобы люди не писали, что я приходит, а у меня тут бенефис интеллекта, пока я не хочу особо сильно разоряться. Спрашивайте, если что интересно. На что я могу, я отвечу. Из-за скилла пошли. Пошли рекрента смотреть для PUBG. Тихо. А что не так у меня со скиллом? Это же все-таки по фану все. И протесты. Опа. Кто-то бегает. По-любому бот. А может и нет. Опа, яркость сбросил. Да. Бот. Вот она жизнь. Сейчас я скажу, сколько яркость. Как все было просто, да? В этой жизни. И FPS проседал.
Так, яркость. Нам хватит вот этого дела для того, чтобы оценить яркость. Ну, было 1100, стало 800. Норм пока. 1200, 1100. Если 580 будет яркость, то вообще все в огне. Если меньше, то не в огне. Если какая-нибудь 300, вообще все плохо. Уже сбросил. Ну, опять же, с какого он значения рефлексного? 1200. 1200 это космическая яркость. Давайте будем объективно. Мало кто на 1200 яркости играет. Мне кажется, только я. Опа. Ботаферма. Во-первых, играют, во-вторых, простой понятный бенчмарк. Ну, он штатный, говорю, и плюс еще мы сразу проверяем, опять же, почему мы тестим таким образом. Он 80 FPS, проседает, проседает. Не в оптимизации, даже в оптимизации игр, окей. То есть договорились ли они с чуваками, которые делают PUBG, для того, чтобы игра была оптимизирована. Или сами оптимизировали, получается не особо. Но пока еще не сказать. То есть у нас FPS проседал, но не так люто. Опа. Пока не так люто. Чтобы сказать, что все плохо. Пока все нормально. Нет, не нормально. Видите, 78, 69. Не проигрыван, короче. Поиграть можно, но назвать его игровым я не могу. Ну, он и не игровой, игровые у нас только Азуса. Или если вы хотите кого-то озолотить, но сами мучиться Red Magic еще. Все, говорится, как говорится, зависит от вас. Можно включить душевность, да? Так, использовать. Да что ж такое, я ж хотел просто вот это поменять. Опа. А там я видел машинку. Где-то. Или слева, или справа. 5 секунд. Наверное, справа. Людям общение нужно. Ну, я солидарен, и мне тоже. Тусовка. Да спать уже уходим, завтра работа. Работа это правильно и хорошо. С Asus'ом большая разница в плавности разве? Не совсем понял. Или я правильно сказать не понял вообще вопроса. Понеслась. Опа. Да, было профризывание. Прям конкретно. Мы сейчас проверим еще через какое-то время. Ну, уже видно, что особо долго не поиграешь. Вопрос, как долго можно поиграть? Главное, снимает лучше, чем 9 Pro. Snap или Qualcomm лучше фоткает. Вы понимаете, что алгоритмы плюс-минус одинаковые, понятно, разный процессор, но не может быть такая прям супер космическая разница, чтобы сказать, что must have Snap. Но мы увидим. Я говорю, если вы увидите разницу, это будет круто. Но я не зря Snap купил. По-моему, вы единственное прожариваете смарт по полной. Zero, может быть, и нет. Я не в курсе. Но мы узнаем, нужно это людям или нет, потом, по просмотрам и подпискам. Вот. Вполне возможно, но это точно не нужно продавцам и брендам.
Потому что, ну, мне кажется, не будет никогда какого-нибудь смарта, который будет прям во всем идеальный. Опа. Где-то какого-то типа вынесли. Кто выносил? Прям недавно. Дымок был. Был дымок. Понеслась. «71 FPS». Нет, 90 FPS он не держит. Вообще. Притом он не держит даже 10 минут. Уже мы только 8 минут играем. Смарт уже теплый. Ну, я говорю, через 20 минут увидите. Интересно, что лучше себя показывает? OnePlus глобальный или китайский? Китайский был мракобесно показывал себя. Мне кажется, что я делал на него прожарку или нет. Посмотрите, пожалуйста. Ну, точно он меня расстроил. Подождите. В Твиче я гонял его прям 99%. Если я его гонял в Твиче, вы можете посмотреть на канале Польза стрима, Польза лайв. Результаты этого всего действия моего. Тихо, тихо. Я так хочу сериал «Джентльмены» посмотреть, вы бы знали. Первую серию посмотрел, а сейчас все, времени нет. Времени даже поесть нет, я еще сегодня не ел. Ха! Спрашиваете, почему посидел? Потому что не ел. Мне так нравилось, я как-то видел комментарии у себя, я же комменты читаю. Что за блогер? Бороду не красит, волосы красит. Сюр. Сюр. Какие только залетные не бывают. Так. Было бы неплохо в китайской версии, особенно с FPS дикие просадки. Да. Здесь не такие дикие. То есть здесь реально оптимизация лучше. Не сказать, что он прям супер волшебно справляется, но лучше однозначно. Так, мне вообще нужен этот дроп где-нибудь. Опа. Скорее всего, это бот. Сейчас я подбегу, он умрет. Да. 52 FPS, 72 FPS, 66, 70. Ну, такое себе, я скажу. Тоже не волшебно. Но лучше, по мне, чем было. Опа. Мотик здесь не просто так. Легкое профризивание было. Ну, может быть, это я дернул. Но все равно дернулось. О, до 30 FPS упало. Да, это было профриз. 11 минут можете играть без фризов. Опять же на максималках. Как правильно говорят, почему-то... Ну, я гружу устройство. Я гружу устройство. Так. И... Низина. Здесь тоже профриз был легкий. На 11 живых это мало. По-любому кто-нибудь там засел. У меня, кстати, одиночный или нет? Да, авто. Надо одиночный выставить.
Умозаключение тут делает Саня, мы просто смотрим иногда. Нет, мы все умозаключения. Я не понимаю, с кем ты говоришь, Толик. Я не вижу вообще, чтобы Лилия что-то писала. Для жизненных капитальных игр нужен, чтобы батареи шустрые. Да, да. Вообще никто не двигается никуда. И 10 живых. То есть бота одного сняли. Дропов не видно. О, видите? ППС. 84, 85, 75, 88. Хотя я ничего не делал. 60. 55. 61. Ну вот так. Не скажу, что фанатам PUBG я бы советовал. Хотя, опять же, они играют на минимальных настройках, но на 60 FPS. Ой, на 90 FPS. «30 секунд. Надо закинуться. Драться не убежать. Опа. Опа. По звукам там чистой воды боты добежали до центра. Опа. Так, а у нас здесь игра какая? Наемник. Еще и в зеленке бегал. 3, 2, 1, 0. Всё. Опа. Не вижу там никого. О, вижу. Опа. Нету, нету, нету. Не успел. Извините. А так все было хорошо и близко. Вы того типа тоже снесли. Все, в принципе. Единственное, можно надеяться, что они в зону не заползут. И 6 живых. Все. И мы какие? Третьи. Так. Сколько времени прошло? 61%. 16 минут. Ну, можно еще там одну катку начать. И остановиться. Глупый вопрос, наверное. Задам. Прожарка 12 IQ была. Посмотрите, еще раз повторяюсь, на пользу стримы Фитси. Пользуйтесь поиском. Напишите IQ 12 польза нет. И вы увидите все смартфоны. Все ролики, которые я снимал на него. Шим только ниже 40% яркости, но небольшой. Мне норм. Понятно. Big Samma. Сижу на OnePlus 8 Pro до сих пор. Сижу на OnePlus 8 Pro. Года 2 назад убили селфи-камеру. А 1,5 основную. Да, я же говорю, они делают так, чтобы вы потом шли
и покупали. Но, к слову, 17 минут, 18. То есть китайскую версию можно дешевле, чем за 41 тысячу взять. Пом-пом, наверное. Техник, спасибо, что поглядел. Таня, вот если не смотреть на цену, чем плох Palace Open раскладушка? Ценой, Толик. И там 100% ПО не такое, как в Самсе. Я не верю, что... Понятно, они на опыте, но не верю, что они что-то смогли сделать. S21 FE даже не держал. Нормальный смарт, но автономность так себе. Так, ждем. Мне кажется, он не найдет ничего. Но мы можем, кстати, проверить яркость, как только он найдет матч. Пока не нашел. Ну да, у меня еще такое смутное ощущение, состояние, что ты тестируешь смартфон, но его уже тестировал. Когда китайскую версию гонял. Михаил, да, у меня есть и глобальный OnePlus 12R, но это будет еще не скоро. У меня в планах Realme 12 Pro. После Realme 12 Pro Redmi 13 Pro 5G. После Redmi 13 Pro 5G возможно планшет Xiaomi Mi Pad, вот этот последний. И после него будет еще... Ну, там будут топы. iQOO 12 или OnePlus 12 Global. Вячеслав, серьезно? Я не буду отвечать на этот провокационный вопрос. Сердце выбирает OnePlus. Разум выбирает iQOO. Ничего не скажу, Евгений. Вы же в курсе, что меня зовут Саня. Основной канал Пользы.нет. Если вы погуглите его, то вы узнаете, что у меня не было обзора на этот смартфон. Так. 60. Мне кажется, что все, 20 минут есть. 20 минут есть. И технически, сколько было там? 66-67%. 21% он поедает. Плюс-минус там 22%. Опять же, яркость он снижает не критично. Но FPS снижает конкретно. Все, он уже вернул 1200 люксов. То есть можно уже что делать? Правильно, гонять его дальше в Геншине. Геншин также. Понятно, что он тепленький, но не такой тепленький, как может бы быть. Правильно? 60% и старт. Кстати, можно еще заодно посмотреть, за какое время он загрузится. Я уже его прогружал, напоминаю. Не забываем прожать лайк, написать в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзоры. Даже если ни на что не хотите, напишите «продолжай» или «жги» или еще чего-нибудь. Вот. Саша Рентгенович, с чего 12-й Xiaomi будет норм, когда уже 14-й вышел? То есть это через поколение. Если ты уже купил, то можно еще годик походить. Если ты планируешь купить, то это неразумно. У iQOO правда такой хороший софт. Те же тапки, что BBK, что OnePlus, что Oppo, что Realme. Big Sama, по здоровью в плане зрения и все норм. Правильно, зрение надо беречь с молоду. Добрый вечер из Минска, и вам вечер добрый. Где низкие цены вы? На Али таких нету. Вы про кого? Донат не озвучивал, не надо для... Давайте, сейчас озвучу все. Так, аноним. Александр, нужно авторитетное мнение. Бюджет 70 тысяч. Нужен яркий экран, IP68, быстрая зарядка, Snapdragon, российские бенды и GLONASS. Вам прямой дорогой Xiaomi 14. Либо Samsung S24. Но там будет не Snap. Потому что если вы на Snap будете S24 брать, то там будет что-то печальное. Все. Выбор не столь велик. Но так, да, по факту вот, все. Бывают ли ложные нажатия? Я не ощущал. Тем более здесь тач настраивается.
Я что-то не понял, в чем прикол, почему он так долго загружался. Ладно, стоп, сброс. Еще раз. 60%. Опа. Ну, типа догружал что-то или чего? Я его прогружал просто уже. Очень странно. Xiaomi 14 Global 512 за 72 норм. Да, да. Но посмотрите обязательно обзор у меня на основном канале. Саня, Польза.нет. Послушайте все минусы, а потом 22 секунды. Так, что неприятно? Неприятно то, что надо будет выставлять графон. Сейчас. Вот сейчас у меня что-то вообще не получалось открыть. Говорю, ненавижу, вот не люблю я водопады, не люблю. Не ненавижу, но не люблю. Высоко, высоко и 60 FPS. Некоторые настройки будут работать только когда выйти и зайти. Мы тогда выйдем и зайдем. И заодно еще раз 59. Как раз перезагрузим все. Игровой режим включен. Все. Режим Pro. Все по фэншую, как и было. На Xiaomi идет пленка с завода? Идет, Михаил. Хотя что-то мне подсказывает, что вы все равно не будете его покупать. Oxygen Баукин. Вячеслав В. Нет, я не говорю про чат здесь. Я говорю, что люди, которые будут смотреть или досмотрят стрим до конца, или вы уйдете, а потом, может быть, откроете стрим для того, чтобы написать любой комментарий. Это помогает ролику. Вот. В чатах, мне кажется, не важно, сколько пишут. Много факторов, за сколько продаешь, когда будешь продавать, в каком состоянии, да, и где именно. Найдите лучше S2 Pro. Так, 22 секунды, все, понеслась. 59% запомнили? 59, все, понеслась. Арханта. Статуэточка. Надо Xiaomi-шный планшет распаковать. Уже какой-то профриз был. Профриз уже был. Сейчас профризы идут. Ну ладно. HTC, зачем меня подкалывать и спрашивать про устройство, которое я не тестировал? Если ты не подписан на канал, то еще раз посмотри. Польза.нет. Ежик, я и планирую его оставить в записи. Я говорю, что просто если вы запись увидите, по возможности поставьте лайк и оставьте коммент. Потому что, опять же, для вас это вот просто чувак пришел и сразу играет. Подготовок было еще море, учитывая, что я еще и китайскую версию гонял. Так. Так. Мы гоняли все. Да, этим типом, кстати, легче играть, чем какими-то другими. Так, все. И понеслась. Печати. Много всяких печатей. 554 печати. Интересно, Samsung A54 лучше, чем Realme 12 Pro Plus? По-любому. По-любому. Ушатает просто по полной. Но мы об этом... Я об этом не узнаю, потому что 12 Pro Plus я продам завтра. Вот. Как мне сливы рендеров? Все как в яблоках. Что? Я их тоже видел. Я говорю, мне не особо интересно. Вы понимаете, что столько новинок есть,
что рассуждать по поводу каких-то там рендеров, чего-то там. Да пусть показывают, что хотят, кому хотят. Меня интересует конечное устройство, которое я куплю. Понимаете? Так, куда я дропнулся? Не туда, наверное. Или туда. Есть у меня смутное ощущение, что надо было наверх. Но не факт. Так, где? Ага, он наверху. Так, Самса А55, а не 54. Да какая разница? В общем, 50, 55 я не тестировал. Я понял, что новинка. Уважаю мощные планшеты. Я тоже. И у меня их хватает. Прямо в сердце. И... такая злобная штука, короче. Пробовал я уже в него играть. Не осилил. Так, стоп, все. Заново надо. Сколько у нас уже прошло? 5 минут уже играем, но яркость он не сбросил. И показывает. 60 FPS показывает. Проседалово есть, но небольшое, вам скажу. Нагрелся он не сильно. А почему нет на Samsung? Потому что стоят они конских бабок. И потом ты их не продашь никогда. Я вам даже больше скажу, у меня даже вот на этот планшет нету. На Air. Но он классный. Я его тоже юзаю. Вообще все яблочные планшеты я юзаю. В той или иной форме. И... И... Так. Я уже не знаю, кстати, куда идти. Туда, наверное. Пять секунд. Что ж такое-то? Ой-ё. Вот и все. Вот и поиграли. И еще раз. Никак не могу это пройти. Может, 13 минут здесь и буду бегать. Саня, OnePlus 12, динамика полуторка. Да. Но... Да я не знаю даже. Да, чуть-чуть полуторка. Я проверю еще. Я пока сейчас не понимаю. Есть ощущение, что они одинаковые. Чуть-чуть нижний может быть громче. Да нет, вообще на стерео похоже. Бигсама, пока. Всем счастливо, огромное спасибо, кто пришел. Я еще гоняю его пока. Не вижу, чтобы он сбросил яркость. И это хорошо. Я говорю, лучше смартфон себя ведет, чем до этого вел. What's the hurry? Freeze!
Все, теперь здесь прыжок с полетом. Еще 15 секунд, отлично. Есть. Все. Ей, мы победили. Хм. Да, не по ощущениям он лучше себя ведет. Но опять же, OnePlus допиливают уже много времени. То есть сказать, что это прям смартфон, который только вышел с конвейера, я говорю, на него у меня уже на китайскую версию почти 100 тысяч просмотров на канале. То есть это довольно популярная штука, интересная для многих. По мне лучшая, да, вибрация у OnePlus. Я прям кайфую. Такая прям эталонная. У iQOO 12 те же камеры, что и у iQOO 12 Pro. Лучше OnePlus, чем... Дмитрий, так ты же видел прожарку 14 Ультра. Я как-то их даже не сравниваю в своей голове. Да нет, 14 Ультра был норм, нет? Я не помню. У меня уже все смешалось, помню люди. Вообще, да, техносегмент, наверное, этим и не особо веселый, как мне правильно говорят, типа одно и то же. Потому что, ну так оно и есть. Поэтому техноблогеры, ну, какие-то имеют там очень много просмотров, но большинство нет. И еще стараются и полегче что-то сделать. В плане для попроще контент. Мой контент тяжелый. Говорю, взять даже вот этот стрим прожарку. По мне у Паласа лучшая система. Кислород. Глобальная. Да и не только глобально. По крутые планшеты скоро будет обзор. Так, тихо. О, не шутя. Пока кайфую. Я говорю, ну это какая-то магия. Все, сбросил яркость вроде бы. 12 минут. Сейчас проверю. Не добегаю. Да, видите, 550 люксов. 558. Хорошо, когда фиксированный ISO выставил, и вы видите сразу тоже. И проседалово легкий есть. Оно показывает. Ну вот, видите, было проседалово по FPS. Пусть счетчик внутриигровой, но норм показывает. Так, начнем с боков. Опа, первое ложное нажатие, видите? А, дорогие путешественники. Через 1 минуту начнутся технические работы. Я первый раз это вижу в PUBG. Вы видели такую тему в PUBG? Ой, не в PUBG, а в Genshin. Мне кажется, полный этот. Вот все, что может произойти, со мной всегда происходит.
О. О, там какой-то тип. Нельзя переключить. Это не так и не начались работу, что ли? Во. А. Tools. 15 минут. Freeze. 5-4 часа вот ровно. What's the hurry? А, ну все. Mission accomplished. 3 минуты 20 секунд. Горяченький он, конечно. Но не прям не люто. Сейчас покажу. Тридцать 37,8. 39,8. Не критично. Фризы такие. Вот, смотрите, видите? Падение до 30 FPS. What's the hurry? Достаточно открытый мир, кстати. Нравится мне Геншин. Прикиньте, как в детстве можно было бы залипать. Вот народ просто залипает в эти штуки. Герцовка экрана построена в настройках. Нет, это не герцовка из игры. Вот герцовка из игры, видите? Так. Что-то я получил. Что-то можно даже покрутить, наверное, да? Опа. Непонятная тема. А где здесь крутят всякие штуки? Вот здесь? Уже не помню.
Получаешь сейчас в игровом режиме я включил, да. О, 30 FPS, это, наверное, чтобы на меня не наезжали. Так. Молитвы ивентов мы убрали только завтра теперь. А как же жить без молитв-то? В детстве, да, о таком мечтать не могли. В воскресенье бы сериал, «Утиные истории» бы посмотреть было, да? Сейчас народ ни Мишки Гамми, ни «Утиные истории» даже смотреть не будут. Такие были... Как нам родители говорили, что мы были более счастливые, чем вы. С ножичками и спичками, и игрушками. Также и мы можем сказать своим детям, что они менее счастливые, чем были мы. С ползанием по кранам на стройках, кто не переломался. Молитва слева, голова Паймон восклицательным знаком. Не вижу. Обновление, ежедневная функция. Почта. Получить. Получить все. Удалить все. Потеют руки уже от него. Не сильно, но потеют. Звездная пыль. Все, и так уже поиграли, хватит. Все, ровно 21 минута, в принципе. Было 60%, стало 50%. Яркость он практически не сбросил за 20 минут. Я не думаю, что кто-то будет покупать его для PUBG. 620 люксов. В 2 раза он сбросил, но это не, опять же, это не критично. Короче, по мне, его дооптимизировали. Игровым он от этого не стал. Но мой вердикт пока промежуточный. Смарт докопали. Нужно завершаться, увы. Zero однозначно нужно, и мне тоже, потому что мне нужно еще подсъемы делать, и пойду я еще сравнение делать с этого смартфона, еще скидывать надо видосики. Девайсу предварительно, фанатам, и так вы знаете, что вы скажете ему, и я с вами повторю это, к сожалению или счастью. OnePlus One Love, да? Дорого. Даже, ну вот если 76 курс, то норм. Но он не 76. Про это я сегодня в 14 ультра и говорил. Давайте скажу всем до свидания. Дмитрий, ты, конечно, досидел. Молодец. Дан лайка. Дмитрий, счастливо. Universal, огромное спасибо, что зашел. Наш разум сегодня. Конникал. Никифор. Никифор. Завершили мы опрос. В итоге 61% за. 6% меня все-таки не знали. Нет, ну ритейл, Толик, мы не будем рассуждать про ритейл. Хотя да, ты правильно мне GT5 Pro подкинул для мысли, потому что если кто-то сравнивает именно с этим, то, наверное, Palace однозначно для меня лично лучше. Но чем он лучше, прям лучше, камерами нет, игровыми возможностями нет. Оболочка, внешка, ну то есть такая какая-то субъективщина. К водопадам, да, водопад, ну, привыкаешь, а зачем привыкать, опять же? Шим вредит не сильно, но если шим до 10%, и высокочастотный, то есть там 3000 с лишним герц. А так, когда-нибудь узнаем через лет 15, как про курение. Потом окажется, что он к чему-нибудь приводит лютейшему. ЗС Алекс, Акбар, Данлайка, Натикович. Спасибо всем, что пришли. Девайсу предварительно. Сами знаете что. Главное, камера-то не потеет.